И, конечно, 2004 год был экстремальный вообще во всех отношениях, потому что полиция Тверской области вообще такого никогда не видела. Они никогда не видели, что может в одно место приехать столько людей. Ну, конечно, мы столкнулись с природными явлениями, такими как что когда идет дождь, то становится очень грязно. И при этом мы столкнулись с другой вещью, достаточно забавной. Вот сейчас уже через 10 лет наши зрители уже привыкли к тому, что это дикая природа, и что если идет дождь, то грязно. А тогда они еще к этому не привыкли. Когда они приезжали к нам туда на фестивале, если шел дождь, становилось грязно, они обвиняли во всем организатора фестиваля, потому что как же так? Нужно было подготовить и все застелить асфальтом, чтобы было сухо, чтобы были навесы и так далее. Я говорю, а у нас был один фестиваль, по-моему, 2005 год, по-моему, был, когда были за день до начала фестиваля прошел ливень такой сильный, что у нас стоял кран, который крышу ставил, то есть сцену собрали и вот на земле собрали крышу. Подъехал кран, поднял эту крышу поставить, вот он ее поставил, закрепили, и пошел дождь. И он такой ливень пошел, что этот кран за считанные просто, ну там, не знаю, за 15-20 минут просто сел на пузо. То есть земля из-под него вылезла, она так размягчилась, и его никак нельзя было вытащить. То есть мы испугались, что вообще не понимаем, что делать. И кончилось тем, что мы вызвали танки, который его вытащил. В первом Амаусе, когда небеса разверзлись и оттуда прошел проливной дождь, люди начали в этих лужах и в этой грязи, точно так же, как в Вудстоке, только не в начальном, а в том, на котором были пожары при Red Hot Chili Peppers, они начали себя неадекватно вести, потому что они лепили из грязи комки и начали кидать друг в друга, и эти комки начали кидать еще и в охрану. И никто не мог это остановить, потому что это спонтанно, когда 300 человек швыряются таким вот образом, голые тела в этой грязи. Это надо было каким-то образом остановить, и я опять-таки вышел прямо на этот вот мостик, который ведет к публике, на самый конец его, и сказал: стоп, ребята, если вы хотите, чтобы что-то дальше продолжалось, если вы хотите, чтобы эти люди не вытаскивали дубинки и не начали против вас применять агрессию, пожалуйста, остановитесь. Я стоял там и уговаривал их до тех пор, пока последний этот комок грязи не прилетел. Все, остановитесь, пожалуйста. Вот, остановив это, ты можешь продолжать дальше фестиваль. Но ты при этом, при всем твоем двусмысленном отношении к органам правопорядка, ты должен понимать, что эти люди здесь за тебя. И нужно изо всех сил высказывать им уважение и передавать эту необходимость их уважать зрителям. Потому что они относятся, как правило, к людям в форме исключительно негативно. То есть это полицейские, которые здесь для того, чтобы нас мочить. Ничего подобного. Эти полицейские на фестивале для того, чтобы сделать так, чтобы все живыми уехали домой. Но ничего, то есть никто не отменял, и все остались, и все было. Потом я придумал, по-моему, на второй год я придумал лозунг для нашествия, слоган такой: «Главное приключение лета». И он до сих пор остается, потому что мы как бы старались преподнести это мероприятие не просто как рок-фестиваль, не просто как выступление, вы можете за 2 дня увидеть всех лучших музыкантов страны на одной сцене, а именно как приключение, потому что это для людей, которые едут через всю страну, абсолютный фан. Это прям once in a lifetime такая штука. То есть ты принимаешь решение где-нибудь там зимой или в начале весны, покупаешь билет и едешь в какой-то совершенно невероятный трип, который тебе никогда не забудется, не сотрется из памяти.